Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня отчетное видео о моих готовых работах за последнюю неделю. А точнее не неделю. Последнее видео у меня выходило в четверг, а за 3,5 дня, что я успела связать новенького. Сегодня понедельник, 5 февраля, и по традиции по понедельникам я выкладываю видео отчетные вот такого формата о моих новых вязаных изделиях. Также расскажу вам о моих процессах текущих, о покупках и о планах, что же я хочу связать на этой неделе. Итак, давайте начнем вот с этих курочек. Как видите, я не остановилась на одной курочке и связала еще парочку. И вот хочу показать, как они отличаются. Посмотрите, курочки связаны по одной схеме из одной пряжи, но крючком разного размера. Вот эту маленькую курочку я вязала крючком 2 мм, а вот эта курочка побольше крючком 2,5 мм. Я решила, что время затрат на вязание одинаковое, так буду вязать уже крючком, наверное, побольше, 2,5 мм. Им вязать легче, и курочка, видите, пообъемнее. Я знаю, эти курочки рябы многим понравились. Девочки просят записать видео мастер-класс, хотя схему, точнее описание вязания этой курочки я опубликовала в своем телеграм-канале. Мне кажется, там ничего сложного, но все равно приходят запросы записать видео. Я постараюсь сегодня-завтра записать видео по вязанию такой милой игрушечки, и также поделюсь с вами, выложу на канале. И вот такая еще курочка. Связала наоборот. Головушка у нее светленькая, а туловище темненькое. Здесь крылышки вот также в цвет туловища, а здесь контрастного. Ну как, они сочетаются, не скажу, что прям контрастные. Это молочный цвет, а это бежевый. Сделала рябушки вот такие, так что курочка ряба. В мастер-классе там в описании глазки пришиваются по бокам, но мне почему-то захотелось так вот впереди их пришить над клювиком. Мне кажется, так они более потешные, какие-то смешные курочки. Хорошенькие. В этом году у нас поздняя Пасха, 5 мая, и я думаю, что все мы успеем навязать такие потешные игрушечки. Посмотрите, как я их приспособила. Нашла вот такую у меня соусники на подставочке деревянной, и вот постелила им здесь бумажные наполнители. Они хорошо сидят, и можно даже слепить какие-то яички им сделать из полимерной глины, из мастики, из пластики, и также чтобы дополнить композицию. Ну, я также вот связала, попробовала из джутовой пряжи, но это у меня джутовая пряжа не обычного традиционного, так, есть у меня образец, ну, серого цвета, а вот такая ниточка, такая обычная, продается в хозяйственных магазинах, бечевка. А я связала, видите, вот такая розоватая. Также вязать просто. Но я думаю, если я буду записывать мастер-класс по курочке, я там расскажу, как вязать такую корзиночку. Вот, можно посадить курочку и в такую корзинку. Вот, видите, как все хорошо. Можно ее чуть-чуть поменьше, наверное, было сделать. Ну, сделаю еще корзиночки под эти курочки. Но хотя, если здесь рядом что-то положить, то размер, конечно, вот этот подходящий. Вот, вязать ее также быстро, ничего сложного здесь нет. Донышко на 8 петель. Я набирала не 6, а 8, чтобы донышко было не выпуклое, а вот такое плоское. Так, 2 ручки. Хорошая курочка. И еще, как вы знаете, рукодельница, мы все собираем, ничего не выбрасываем. Я нашла вот такие 2 корзиночки маленькие. Это какие-то или сувенирчики, или подарочки были вот в таких соломенных. И вот также можно посадить курочку и в такую корзиночку. И пусть она сидит там себе преспокойненько и высиживает цыплят на своих яичках. Вот. Вот так, да? Ну, интересная такая игрушечка. Так что свяжем с вами вместе. Так, далее. Давайте курочек я пока сейчас уберу. И покажу новую игрушечку. Я вязала ее уже не первый раз.
Вот наконец-то собралась. Этот зайчик у меня уже давно был заказан. Я вот выделила время на этой неделе и наконец-то связала этого зайчика. Уже такую парочку я вязала летом, наверное, или осенью. Фотографию их я сейчас прикреплю на экране. Можете посмотреть, какая была симпатичная парочка. Но в этот раз я связала мальчика. Вот он с хвостиком. Посмотрите, какой милый, такой уютный, винтажный зайчик. Башмачки у него снимаются. Кофточка. Я, как всегда, по традиции пришиваю красной ниточкой пуговицы. Жилеточка это также у него снимается. Так, давайте сейчас сразу ее. Я хочу связать еще жилетку ему в терракотовом таком цвете. Уже ниточки подобрала. Вот видите, как он выглядит. Такая пухленькая попка, бедрышки у него. Вот. И на мордочку такой интересный. Ушки торчком. Хорошенький зайчик. И рост его у меня получился. Так, давайте померяем. Вот от кончика ушка и до пяточек 30 сантиметров. Ну, вязать его я не сказала бы, что просто кропотливая работа. Есть пришивные детали. Что у нас тут пришивается? Только голова и ушки. Ручки ввязываются. Вот эта каемочка тут отдельно вывязывается. Глазки на безопасном креплении. Вышиваем носик. Но его тяжело вязать, потому что тонкая ниточка, тонкий крючок. И, конечно же, ручки мои все-таки еще пока не до конца выздоровели. И это напряжение для рук. Пока мне тяжеловато вязать такие игрушки, но решила все-таки доделать эту работу, связать и отправить заказчику. Вот, но пока я от таких игрушек буду отдыхать. Вот сейчас курочку свяжу, и на этом я пока остановлюсь. Вот, так что заказы на этих зайчиков я принимаю, но не обещаю, что свяжу их быстро. Если вам нравятся такие зайчики, пишите, конечно, мне в комментариях, и по моим ссылкам под каждым видео я оставляю ссылки на свои каналы, как можно со мной связаться. Но связать я смогу их только через какое-то время, не сейчас. Так, зайчиком я похвалилась, показала такую прелестную игрушку. И сейчас также еще раз ставлю вам на экране фотографию, как выглядела парочка, которую я вязала ранее. Далее. Раз речь у нас идет уже про игрушки, я хочу показать свои новые книги про игрушки. Посмотрите, какая прелесть. «Свяжи и дружи». Ну ладно, давайте одну вначале покажу книгу. Это у меня не покупка, это у меня подарок. А прислала их мне моя любимая подруга Светлана. Светик, я знаю, что ты смотришь эти видео. Ты одна из первых сразу пишешь мне комментарии. Света живет в Санкт-Петербурге. Это моя одногруппница. Мы с ней вместе учились в институте. Светик, не обижайся, но я не могу про тебя не рассказать. Вот. И она прислала мне по Валбересу. Я получила рядом с домом такие прелестные книги. Ну, давайте, одна и вторая. Вот. Получила вчера их и весь вечер не могла расстаться. Рассматривала картинки, все изучала. И, кстати, я вчера легла спать, и вместо телефона, как обычно мы перед сном листаем, там, не знаю, глаза туда впялим и смотрим, а потом заснуть не можем. А читала перед сном вот эти книги, рассматривала картинки. И это было такое умиротворение. Как-то я все так не спехом, так каждое слово вчитывалось, как-то так это все приятно. И вот, да, это книжки по вязанию игрушек спицами. Я вот решила, что надо мне с крючка немножечко сойти и перейти на спицы. Вот именно игрушки с вязаными спицами сейчас меня привлекают больше. Я видела готовые игрушки у девочек-блогеров, связанные по этой книге, и они меня так заинтересовали.
Ну, просто это какое-то восхищение, и я, конечно же, не смогла пройти мимо. И вот Света, спасибо тебе большое, прислала мне такие книги. Я очень-очень рада. Но это просто какие-то шедевры. Не знаю, как дойду, не дойду я до этого, смогу, получится у меня, не получится. Но вот этот утенок, селезень Афанасий, ну это просто какая-то прелесть. Да тут все игрушки, и лисенок тут. Медвежонок, тут в начале теория идет, ну как всегда, в обычных вязальных книгах. Лягушонок вот этот, ну это просто какая-то прелесть и любовь. Тут и гуси, и котики, и енотики. Ну, я не буду раскрывать все игрушки. Буду потихонечку вязать и вам показывать, что же у меня получится. Но обязательно свяжу игрушки по этой книге. Да, давайте. На всякий случай скажу, как называется. «Нежный зверинец тетушки Чарли». Автор Татьяна Шевченко. 10 милых игрушек спицами. Вот. Самое душевное практическое руководство. Так, и вторая книга, автор Мария Никулина. Называется «Свяжи и дружи. Вязание на спицах». Миниатюрные реалистичные игрушки. Ну вот этот котенок просто, ну это любовь любовная. Он прям покорил мое сердце с первого взгляда. И я, наверное, все-таки буду вязать, начинать вот по этой книге. Здесь как-то, мне кажется, детали покрупнее. Если первая книга более мелкая, кропотливая работа, но и здесь, конечно же, также кропотливо, но мне кажется, здесь как-то игрушечки побольше размером. И на первый взгляд мне кажется, что вязать их легче. Но не знаю опять, получится ли. Но посмотрите, какая прелесть. Ну как этого котенка можно не связать? Да? Ну это же какая-то неземная красота и милота. Тут все игрушки такие милые. Вот зайчонок. Ну это же просто... Посмотрите. На ладошку вот так положить. Ну это вообще... Слов нет. Одни эмоции. Ну, вот буду вязать по этим книгам игрушки. Так что перехожу на другой стиль вязания. Тем более спиц у меня полно носочных. Эти же игрушки вяжутся на 4, там, на 5 спицах. И у меня есть и 2 миллиметра, и 2,5, и 2,25. И как раз вот игрушечки вяжутся на таких спицах. Вот. Ну и раз я собираюсь вязать такие игрушки, переходим к покупкам плавно. Видите, как все у меня по цепочке, как раз все срастается. Вот купила вот такую пряжу. Вчера зашли в Леонардо. И вот такие 2 моточка пушистика я приобрела. Это пряжа из Троицка, называется Купчиха. Взяла пока 2 моточка. Вначале, конечно, набрала 5 или 6. Думаю, нет, отложу. Я то положу в корзинку, выложу, один цвет положу, рыженький, бежевенький. Мучилась, но все, как-то себя уговорила взять всего 2 моточка. Не знаю, подойдет, не подойдет эта пряжа. У меня еще, кстати, этих книг не было, я их потом получила уже. Когда к дому подходила, у нас пункт выдачи заказов рядом с домом, а эти мотки я купила заранее. Ну, не знаю, мне кажется, также они... Вот по толщине надо мне еще почитать повнимательнее описание вязания игрушек. Ну, буду как-то выходить из положения. Но она такая мягенькая, приятная. В 100 граммах 300 метров и в составе верблюжья шерсть и 50% акрила. Вот, очень приятные. Посмотрите, какие будут зайчатки, котятки. Ой, вообще... Такие прям будут. Я уже на моточек смотрю, и мне прям кажется, что это котеночек. Как в мультфильме «Варежка». Помните, как девочка варежку за собой таскала и представляла, что это у нее щеночек. Так и у меня уже смотрю на эти моточки. И мне кажется, вот 2 котеночка у меня сидят, уже прям чуть ли не мяукают. Тут мне, ой, вы мои маленькие. Видите, уже сама с собой разговариваю. Ну, что поделать, приятно поговорить со специалистом. С умным человеком. Так, вот такие 2 моточка у меня новые. Так, а какие же спицы здесь подойдут? Ну, наверное, 2 миллиметра подойдут. Ну, буду пробовать. Это все-таки у меня как-то... Не
Не знаю, подойдет, не подойдет эта ниточка. Но буду учиться. Все-таки это у меня процесс обучения еще будет, пока я хочу новенькому чему-то научиться, попробовать. И вот буду все методом проб и ошибок постигать и эту сферу деятельности, вязание игрушек спицами. Так. И еще какие покупки. Но это я заказывала на маркетплейсе. Вот такие 3 моточка молочного хлопка Астра. Пока я не буду вам рекомендовать его. Я уже брала такую пряжу другого цвета. Но вот я уже не помню свои ощущения. Я когда вязала, как-то не задумывалась об этом. Я еще вязала эту игрушку, наверное, весной или летом. И уже не помню. Поэтому сейчас повяжу вначале, а потом расскажу, понравилось мне вязать из этой пряжи или нет. И цвет, какой я хотела купить, он назывался ванильный, но мне пришел... Ну да, это и есть ванильный. Номер-то тот, какой пришел. Это не на складе мне другой цвет отправили, а просто такая была карточка товара. Пришел какой-то лимонный цвет, хотя я хотела нежно-желтый. Хотела связать такого зайчика нежно-лимонного цвета. А мне пришел ярко, такой ядреный какой-то желток. Ну, может, не желток, я не знаю. Ну, красивый, конечно, цвет, но я бы хотела немножечко другого, поспокойнее, понежнее. Вот. Ну, цвет также приятный, но не ванильный, как я заказывала. Вот 3 моточка такой пряжи купила. Это все для игрушек. Не могла пройти мимо, очень хорошая цена была, вкусная, на Wildberries. Взяла 4 моточка вот такой пряжи плюшевой. Это Woolens Bunny Baby, такие натуральные приятные оттенки. Вот этот рыжеватый, темно-коричневый, бежевый и пудровый розовый. Такие игрушечки натурального цвета быстрее всего раскупают на ярмарках. Это котята, щенята, медвежата, все. Вот брелочки, может быть, буду вязать. Но такой цвет всегда нужен. Woolens Bunny Baby. Так, цвета 40, 19, 24, 34. Вот, взяла. Пусть будут нитки про запас по хорошей цене. Так, ну еще купила также моточек носочной пряжи. Не знаю, зачем я его купила. У меня уже это миллионный моток. Гималая Сокс. Вот, мне нравится на ощупь, хотя я никогда не вязала из этой пряжи. У меня уже есть 3 мотка этой пряжи, но я пока еще не начинала вязать из такой пряжи. Но мне вот нравится, как она. И скруточка у нее, и на ощупь. Я думаю, мне понравится сам процесс вязания. Главное, тут уже никакие носки, а чтобы вот процесс вязания приносил удовольствие. Вот не было никаких неприятностей. Ну, посмотрим. Так, цвет вдруг кому-то понравился. 160-01. Это классическая носочная пряжа. В 100 граммах 400 метров. Ну и в составе тут 75% супервош вул. Значит, можно стирать в стиральной машине. И 25% нейлона. Вот. Ну, какие носки получатся, я не знаю, когда я вам покажу носки из этой пряжи. Так, ну и в продолжение тему носков я хочу поделиться, чем я планирую заняться в ближайшее время также. У меня куча остатков маленьких отрезков носочной пряжи собралась. Но вы можете представить, сколько у меня этих моточков маленьких. Я даже не буду все показывать. Хочу использовать самые маленькие вот. Как-то их буду комбинировать и вязать, наверное, детские носочки. Может быть, женские на небольшую ножку. Хочу извязать вот эти мотки. Буду как-то комбинировать, придумывать. Я очень люблю этим заниматься. Вот подбор цветов, как-то вот сочетать, ну, перемешивать их между собой. Но вот единственное, что мне надо этим заниматься при дневном свете. Вечером как-то у меня уже глаз не так остро настроен, и я некоторые цвета уже не так четко различаю, как вот при дневном свете. Поэтому мне нужно подобрать что-то, ну вот буду что-то придумывать и мудрить, какие вот моточки сочетаются между собой. И кажется на первый взгляд что-то тут несочетаемое, но вот даже что-то методом хеликс, какие-то рядочки буду вязать, как что-то
И пусть носки будут в паре не одинаковые, разные, отличаться, все равно это будет видно, что пара. Вот такой маленький носочек. Сюда что-то можно вставить, вот этот вставить. Так, ну вот буду придумывать. Если вам интересно, какие носки у меня получатся, пишите в комментариях, и, может быть, мы с вами вместе как-то займемся этим процессом. Может быть, какой-то организуем совместный проект и будем все свои остатки из закромов доставать и подбирать вместе какие-то узоры. Кто-то, может быть, какие-то там у кого-то в копилочке лежат. Будем делиться этим. Ну, посмотрим, что из этого получится. По крайней мере, я планирую перевязать. Не хочу вот начинать пока новые мотки. У меня целая коробка вот слева от меня стоит на полу. Именно остатков. Есть и побольше мотки. Вот такие. Тоже вязала пару, вот осталось. На целую не хватит, но вот куда-то надо применить. И такие отрезки. Ну, вот такая пряжа тоже. Ну, много чего. Вот однотонная тоже. Я однотонную даже не беру. По-любому я сюда буду вставлять и однотонную пряжу, чтобы как-то связать, как многие говорят, поженить эти все остаточки между собой. Да, много у меня всяких тут интересных расцветочек. Вот такие носочки мы с вами вязали. Ну, много, не буду даже захламлять тут кадр. Так, сейчас уберу и подключусь. Ну вот я вам рассказала о своих планах на ближайшее время. Как я и говорила, готовых работ у меня на этой неделе было мало. Связала зайчика, курочек. Но также хочу показать еще одну работу. Связала вот такой воротничок на заказ. Как вы знаете, сейчас у меня много заказов на воротники. Вот этот двухъярусный воротничок пользуется спросом. Мне нужно связать их очень-очень много. Ну как очень. Не знаю, сколько точно, даже не буду говорить цифру. И вот хочу рассказать, как я вязала вот этот воротничок. У меня много пряжи для салфеток тонкого хлопка, но именно вот такого цвета, подходящей толщины у меня нет. И как мне пришлось выкрутиться, выйти из положения. Не хочу уже покупать новую пряжу, у меня ее столько, что уже закрома мои переполнены. Да и подходящей толщины вот такого цвета не так-то большой выбор на самом деле. И что я сделала для этого воротничка? Я вязала его в 3 нити. Сейчас расскажу, какую пряжу я использовала. Я специально не отрезала еще кончик нити. Вот посмотрите, вязала его в 3 ниточки. Так, вот 2 тоненькие. Это льняная нить. Вот такие катушечки. Вот вязала из 2 катушек. Вот 2 ниточки льняной и 1 ниточка это хлопок 100%. Это у меня пряжа вот такая Alize Miss. И вот эта толщина мне показалась подходящей. Вязала этот воротник крючком 2,5 миллиметра. И мне очень понравился результат. Воротничок получился такой тяжеленький. Он так хорошо сидит на плечиках, на спинке. Никуда не сдвигается, не сминается, не заворачивается. Так, вот этот кончик мне надо уже тоже отрезать. Я все спрятала. Вот этот и вот эту ниточку также я уже могу отрезать. Я его уже блокировала. Очень приятный, красивый цвет. Сейчас мне нужно написать заказчику, что воротники готовы, и также упакую их и отправлю. Вот такой прелестный воротничок. Длина его по обхвату 48 сантиметров, но как хотел и заказчик. Так, а в ширину он у меня получился 9,5 сантиметров. И вот я думаю попробовать связать такой же воротничок, только добавлять льняную нить не в 2 сложения, не от 2 катушечек, а от 1 катушки. Льняная нить сама по себе жесткая, и может быть мне вот хватит и этой толщины, и воротник также будет держать форму. Вот попробую в следующий раз связать воротничок
вот из 2 нитей. Тем более я померила, у меня моточек 50 грамм. Вот давайте скажу поподробнее про Alize Miss. В 50 граммах 280 метров, стопроцентный хлопок, мерсеризованный. И у меня вот на один воротничок, вот на этот, я брала новый моточек. Вот осталось 29 грамм, значит на один воротничок у меня ушел 21 грамм. Мне по-любому хватит этого полмоточка, даже чуть-чуть побольше, на второй воротничок. И свяжу его с добавлением длиной нити в одно сложение, ну вот в одну ниточку еще добавлю. Так что вот такой воротничок у меня связался прелестный, очень красивый. Но мне надо вязать сейчас еще такие воротники. Так, ну я еще начала другой воротничок, вот этот популярный воротник. Так, с рельефными столбиками. Ну, провязала тут буквально несколько рядов, и вот смотрю и не пойму, нравится мне результат или не нравится. Но я его распускать не буду, я его довяжу вот в таком виде. Вяжу его сейчас также в 2 нити крючком 2,5 миллиметра. Это у меня Анна 16 и Дэнди. Вот складываю их в 2 ниточки. Вроде бы толщина подходящая, но хотя я вязала этот воротник из ромашки, мне кажется, ромашка немножечко потоньше. Ну вот не знаю, очень тяжелый будет воротник. Я его довяжу, может быть, позже для эксперимента даже. Но пока я его отложу, буду вязать такой воротник из другой пряжи. Может быть, Коко возьму. Сейчас посмотрю, какие у меня есть также ниточки, подходящие для этого воротничка. Вот. Но как вариант можно, видите, использовать и нити в 2 сложения. Если вы вязали этот воротник, напишите мне, из какой пряжи вы вязали и как вам результат, понравился или нет. Вот мне хочется попробовать разные пряжи для этого воротника. Вязала его из Коко, мне понравился результат. Ну вот из ромашки вязала. Но буду и другие варианты также пробовать. На этом я буду заканчивать свое видео. Поставим сюда моих прелестных курочек. Пусть они украшают этот мир собой, своей красотой. Вот они, мои прелестные курочки. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео. Вяжите с удовольствием. Ну а я пойду записывать видео по вязанию таких маленьких курочек. Всего вам самого доброго. До новых встреч!